Жижаба! Дорогие мои друзья, вот что я хочу сказать, когда нет очень долго роликов любимого зомби Чеза. Всеми вами горячо любимого! Ого! Да, всем привет! 6 самых жутких встреч на кемпинге, снятых на камеру. Что может произойти на кемпинге? Что такое кемпинг? Ты знаешь? Нет в чате, нет? Не знаешь? Дурак. Не знает он вообще ничего не знает. Вы-то знаете, а они там не знают. Вы здесь не знаете, а я в Москве знаю. Москва, столица. Потому что они сейчас на стриме, они у меня не особо умные, да. А ты-то у меня, да, там-то да. Кемпинг это вот. Когда вы пошли со своими задротами этими ботаниками покрутить эти шашлыки, потом у вас все сгорело, в итоге вы нажрались каким-нибудь левым этим Джейми этим Волсоном, Вилли Волсоном, неважно, короче, вы просто пивом усосались и все. В общем-то, на утро проснулись, никто ничего не помнит, почему только жопа болит. Осуждаю, да, одобряю, не знаю. Все, давайте смотреть, потому что сейчас это очень далеко зайдет. Так, все, поехали. С 2017. Ссылку, кстати, на зомби Чеза оставил внизу в описании, поставил лайк, подписался. 70% наш канал смотрят без... Было раньше... Где-то полгода назад 27-28. Господи, откуда вас столько народу пришло, я не знаю. Но 70% без подписки смотрят. 68, что ли? Непорядок. Как вы это сделали? Вы чего? Как быстро все подписались. Спасибо. Спасибо. Года ютубер по имени Фил. Ютубер, да? На заводе лучше бы работал, на заводе. Сколько можно? Страна вся стоит, а Бэма везде атакует, а они свои эти ролики, эти ссаные на ютубе выпускают свои эти. Никому не нужные, да, ага. Из-за них все. Да, я бы их вообще запретил. Как он готовится к долгому путешествию. Он ладит одиночку. Помнишь мужика, который... Вы меня долго спрашиваете, как можно разжечь костер, и жена такая, палатку у него открывает и говорит, жрать идешь, нет? Да твою мать, говорит, дай мне ролик снять, кто тебя, говорит, спрашивает? В лесу, выбирает правильное снаряжение для походов и занимается всем, что связано с активным отдыхом на природе. Развитие идет полным ходом. Я просто смотрю, что-то мне этот канал напоминает. Но говорить не буду, что, но развитие просто идет максимальное просто. В ночь перед Днем Благодарения 2021 года Фил отправился в ночной поход на Ополчанской тропе возле своего дома в Вирджинии. Первые полчаса его поход проходил довольно нормально, но затем он нашел странный мусор на обочине тропы. Странный мусор на обочине тропы. 2 пивандепола, канистры и 2 пауэрейда, понял. Удивительно, но на некоторых контейнерах, бутылках, которые он нашел, были надписи, которые выглядели как тексты песен. Трудно представить, почему кто-то потрудился написать целые песни или стихи на пластиковых контейнерах. Да кто-то просто упоролся и все. А затем выбросил их на обочине тропы. По мере того, как он пересекал границу в дикую природу, ситуация становилась все более странной. И когда он приблизился к лагерю, Фил нашел еще несколько тревожных записок. Странности продолжаются. И этот к дереву прилеплен такой, бам! И на нем написано Danger. Типа, не надо здесь находиться, да. Молодец. Что за... Кто-то психанул прям конкретно. Во-во-во. Я, короче, понял. И мертвая утка. Я все понял. Я все понял, что на самом деле происходит. Короче, этот чувак... Сначала были большие предметы, то есть которые можно не нагибаться. Потом все меньше, меньше, шрифт все меньше, меньше, строчек все больше, больше. То есть надо все больше и больше нагибаться, чтобы что-то рассмотреть. Я все понял. Поздравляю, ты попался на эту... Ошибка новичка-туриста. А утку-то за что? Дурак неумный. О! Некоторые из записок содержат зашифрованные стихи, другие касаются довольно глубоких теорий заговора и тайных федеральных агентов или чего-то в этом роде, а остальные кажутся биографическими, где авторы рассказывают части своей истории.
Трудно подтвердить, что человек, написавший записки, является тем же, кто убил утку, но, честно говоря, было бы слишком большим совпадением, если бы мертвая утка лежала прямо рядом с серией жутких записок, которые явно были оставлены недавно, учитывая их хорошее состояние и то, что они не мокрые. Замечает брезент и огонь рядом с лагерем, примерно в 20 метрах от записок и мертвой утки. Стараясь держаться как можно дальше от лагеря, он продолжает свой путь к укрытию, хотя следующая часть не была заснята на камеру. Ты зачем утку привез с собой? Зачем? Ты думаешь, мы не поняли, что ты с уткой туда приехал? Утку за что? Это не утка, это этот, как он? Селезень. Чем отличается, не знаю. Короче, ты понял. А отличие на лицо, как говорится, результат на лицо, да. Короче, вот так будем смотреть. Затем Фил сообщил, лагает, что видел двух женщин, идущих по тропе с собакой, спрашивающих его, видел ли он парня, который оставлял жуткие записки. Да, в конце концов, короче, окажется, что он Билли Миллиган, сумасшедший какой-нибудь маньяк из штата Вирджиния. Да, который ходит и уток сношает, и людей в парках. Все понятно, все, мы раскусили тебя, дурак. И мертвых животных на обочине тропы. Когда что видел лагерь и огонь в нескольких метрах от записок, женщины испугались и попросили его пойти с ним к машине, считая, что было бы хорошей идеей уйти как можно дальше от... Да, конечно. Короче, к нему подошли, говорит, женщины и говорят: слушай, Билли, давай, говорит, уйдем. Просто незнакомые женщины подошли. Я вообще, в принципе, всегда так делаю. Когда где-нибудь на заброшке заблудился, сразу что первым делом делаю? Правильно. Ищу незнакомого человека. То есть у которого можно что-то спросить, поинтересоваться и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Это потрясающе. Это же гениально. Это гениально, понимаете? Потому что, ну, а кто еще подскажет? Кто подскажет дорогу? Кто вот это все тебе расскажет, подскажет? А никто, понимаешь, никто. Кроме как незнакомца по кличке Билли. Лагеря. Фил вернулся с ними, а затем начал идти в другом направлении, чтобы найти более безопасное место для ночевки. К счастью, остальная часть его похода к новому укрытию прошла намного спокойней, и когда он добрался туда, он смог разбить лагерь на ночь, развести огонь и насладиться ужином вдали от жутких записок, которые он нашел несколькими минутами ранее. Когда стемнело, Фил решил войти в укрытие и посмотреть журнал лагеря, чтобы увидеть некоторые записки и истории, которые оставили другие туристы. И именно тогда все становилось снова чрезвычайно жутким. Almost every shelter on the Appalachian Trail has a shelter log where people write. Ну это какая-то туфта, это какой-то чувак, я не знаю, типа он находит какие-то записки, еще что-то. Да, по лесу ты идешь, и ты вот идешь вот прям по этим запискам, конечно. Да, так и произошло. Я тоже вот когда крайний раз, где мы НЛО это смотрели, когда в Советском Союзе еще экспедиция была, да, вот я туда поехал. Ну и что ты думаешь? Да, я ходил и прям по лесу находил одни записки, да. Куда ни пойди, везде одни записки, на инопланетном написаны. Да. Людьми X. So it's kind of cool tradition here. So let's see what this one says. Здравствуй, дорогой дневник. Little engine, back section, hiking again finally. It's nice and little trail magic. Some comics and writing and stuff. All right, let's see what's happened recently. Я серьезно говорю. Белобилетник. Holy crap. Wait a second. Hold on, I'm adjust the camera here. This writing looks почерк almost выглядит почти exactly точно like the так же, writing как that почерк. was on that garbage a couple of miles from here. Ну, конечно же, он выглядит так же, если это твой почерк. Какая разница, на чем ты пишешь? На камне, на бутылке, я не знаю, на этом самом, который на батарейках. Все одно и то же, почерк один и тот же. Ты зачем с собой тетрадки носишь, дурной? Раскидываешь и показываешь людям. Сумасшедший. Хотя Мистика. кемпинг, в котором Фил сейчас находится, более чем в 2 километрах и по другую сторону дороги от предыдущего, почерк в журнале укрытия точно такой же, как и на записках и мусоре с другой стороны дороги. Это само по себе довольно тревожно, но становится еще хуже, когда Фил начинает читать некоторые записки в журнале. 2018, while I was incarcerated at the Okaloosa County Jail. What the heck? In solitary confinement, I figured the following out.
refer to Isaiah 28:15 through 9. This is the same ramblings Парень по ту сторону From the реки. guy. Чего? that was on the other side of the river. That's kind of scary. Kind of weird. Those women down there said they were going to call the police on the guy. Wow, this is weird. It's just like it goes in one direction, then immediately goes in a completely different Чего? direction. And there's just so much of it. Like this line up here. Think grave robbery in an attempt to obscure Думаю, осквернение могил в попытке скрыть реальность. the reality Чего? of Little Mrs. Wolf. Содержание маленькой мисс Content. Вульф. Come up with some more of those wicked schemes. Короче, пока сумасшедший читает про записки про самого себя, то, что он сам написал дома и принес именно сюда. Я вам напомню, ребят, что в первом комментарии, что у нас? Что там просто бомба, там все в оранжевом цвете и написано «Вин». Почему? Потому что ты победитель, я победитель, все победители, да, по жизни. Как говорится, заброшки, ребята, сами себя не отснимут. Так что спасибо всем, кто переходит, реглится и забирает фрибет. Ну что, максимально просто, максимально честно. Да. So I can show some more of your Без true наедалова. character. Факт того, что осужденный преступник бродит по лесам, оставляя мрачные и странные записки повсюду, вызывает серьезное беспокойство. Судя по тому, что он пишет, можно предположить, что он не в своем уме. Это может быть опасно для Фила, особенно учитывая, что уже довольно темно, и у него, похоже, нет ничего, чем он мог бы защититься. Вот так вот поступает только Фил. Да, он же Билли, позывной. Сумасшедший. Но мы-то с тобой грамотные. Мы же с тобой в игры-то в компьютерные играем. Правильно? Он ходит по лесу, в котором якобы разбрасываются записки от какого-то осужденного там сумасшедшего мужика. Что нужно сделать? Никто не знает. Я вам сейчас расскажу. Разводишь костерчик, берешь, что делаешь? Правильно. Ставишь рюкзак в палатку, костерчик и палаточка рядом. Рюкзак, надеваешь шапку и такие, как типа рукава делаешь. Типа ты там такой сидишь. Новичок, да? А сам? Да, курочку открыл из фольги, яички разложил, термос поставил. Типа ты готовишься к похавать. Маньяк! Который притворяется маленькой девочкой в лесу, обходит это все и говорит: сейчас я нападу сзади. Но ты-то смотришь канал Hardplay, ты же умный. А ты-то на самом деле не в палаточке, а на дереве с карабином сидишь. Что? Правильно. Бам! Бац-бац и мимо. Да. Выстрел. Буря, эмоции. Оказалось, две женщины пришли за тобой поблагодарить за то, что ты их проводил. Да, поэтому план такой себе, но очень действенный. Да, не надо сидеть в палатке и ждать, когда тебя настигнет маньяк. Готовясь ко сну в своей палатке, Фил снова идет к кемпингу, где находится полбутылки Гатарейда, подвешенную на веревке к потолку, с запиской того же человека, где написано: «Остерегайся мыши ветра. Мертвые ходят и говорят». Понятно, что Фил чувствует себя неуютно из-за еще одной тревожной записки и пытается заснуть в своей палатке. Очевидно, Я не пойму, здесь паровозик Томас, что ли, проехал или что? Что ты имеешь в виду? Что это за туннель? Я когда с маленьким смотрел, с этим, старший, когда малой был. Вот это вот. Команда из 8 друзей. Чу-чу. Про паровозик рассказать, который смог? Нет? Вот у него спроси. немного нервничая из-за всего, что произошло в тот день. Последнее, чего бы вам хотелось в положении Фила, это начать слышать странные звуки возле палатки посреди ночи. И именно это случилось. Когда он засыпал, он услышал что-то, движущееся рядом с убежищем, и, высунув голову из палатки, увидел одного человека с налобным фонарем, гуляющего вокруг кемпинга. Не желая выяснять, тот ли это человек, который оставлял записки, я сделал, говорит, 3 предупредительных в голову и 2 в ноги. В ноги, говорит, к сожалению, промахнулся, но в голову выстрел оказался точным. Лесник.
Фил тихо пробирается обратно к грузовику посреди ночи, постоянно оглядываясь, чтобы убедиться, что за ним не следят. К счастью, он благополучно добрался домой, и по состоянию на 2024 год он больше не загружал видео о странных записках, которые он нашел Интересно, на почему? Ополчанской тропе. Скорее всего, десятки других туристов после него наткнулись на эти тревожные записки и мертвую утку. Но мы, вероятно, никогда не Утку узнаем, жалко. кто Больше именно всего в был этой этот истории человек, который утку их жалко, писал, очень и сильно. что бы он сделал, если бы столкнулся с ничего не подозревающими туристами. 2022 года было загружено довольно пугающее видео, в котором группа подростков реагирует на странные звуки, доносящиеся откуда-то из леса. Поехали. Get Trevor. Austin, get going. Если честно, я думал, что это бан. Я почему-то даже скипать не стал, потому что я был уверен, что все, конец. Но это оказались просто шнурки. Подростки насмотрятся этих своих стримеров и сидят потом. Hey! That was not an elk. Лось. Get my keys. Ah, get ready. Лось. На дереве. Everybody, get in my truck. Когда вы находитесь в Да, лесу, все в машину, ребят. На самом деле самый действенный способ усандолиться в маргарин двумя ногами — это сразу в закрытое помещение. Вообще, знаете, я где-то слышал, что если за вами какой-нибудь маньячелло по лесу идет, нужно обязательно сразу в какое-нибудь закрытое помещение, желательно, где вообще нет людей. Ну, например, какое-нибудь, я не знаю, заброшенное здание или еще что-то, да, обязательно туда забегайте, вас там точно ждет удача, да, 100%. Да. посреди ночи легко перепутать определенные звуки животных Какую лесу? Какую? В каком лесу? Какой лось? Сумасшедшие! Какой? Про что он говорит? Ты можешь объяснить? Это же страшный ролик должен быть. А тут опять начинается пенная вечеринка. То лось, то этот. Зачем дурака этот друг сидит? Из кустов орет. И они делают вид, что они пугаются. Ну это же понятно всем. Сильное заявление. человеческими криками. Лисы, койоты и рыси известны своими Да. звуками, которые Рыси, иногда койоты и трудно рыси. отличить от человеческих криков. Но в этом случае я не знаю ни одного животного, которое могло бы издавать такой звук, особенно если учесть, насколько громким Да это был кореш звук его. по деревьям. Известно, что лоси трут свои рога о деревья, но это, конечно, не звучит так громко и угрожающе. Когда залезают на них. Многие люди в комментариях к видео упомянули, что звуки не слишком отличаются от человеческих криков, и это мог быть просто человек, кричащий в лесу посреди ночи. Короче, когда вот пойдем на заброшку, надо что-нибудь такое исполнить и везде это зафорсить. Везде, в зарубежных всяких форумах, во всем остальном сказать: да ладно. Ты представляешь, короче, я одену костюм лося и полезу на дерево. Вот это да. Прикинь, лось на дереве. Вот это реально новости. Это вам не это. Тайна будет сразу раскрыта. Хотя это тоже довольно странно. Хотя некоторые Странно. зрители утверждают, что видео было подстроено, реакции людей кажутся в данном случае вполне искренними. И единственное, что можно сказать наверняка, это то, что, вероятно, хорошо, что парни не столкнулись с тем, кто или что издавало эти звуки. Creepy Outdoors – это канал, где автор часто показывает кадры своих ночных визитов в подозрительные места на природе в течение всех 4 Безумно боюсь одной вещи. Я не знаю почему. Как вот сказать безумно боюсь? Ну короче, такой какой-то, как-то мне не по себе жутковато становится. Короче, есть видосы на ютубе, где чувак просто идет по лесу с фонарем. Просто идет по лесу. Просто. Ничего нет. Ничего вообще. Он не разговаривает. Там вообще даже непонятно, кто он, откуда он, что он. Мне вылез такой видос в рекомендациях, и что-то как-то я прям подзалип, и прям реально стало стрёмно. Чувак просто вот идет, вот и фонариком светит, и вот идет. Я не знаю, как это работает. сезонов. В октябре 2022 года автор канала загрузил видео о походе в неназванный лес в глуши, записывая все, что он видел, исследуя окружающий лес в темноте.
Первые несколько минут вы слышите только его дыхание и невольно восхищаетесь его храбростью, Наконец-то хоть один нормальный фонарь взял. Так, чем вы восхищаетесь? посещением темным лесом в глуши в одиночку. Напишите в комментариях, вы восхищались моей храбростью? Спокойно. Что это? Или глупостью больше? Когда я пошел вот в этот вот лес, кончелыжный, после которого у нас потом были последствия. Это просто потрясающе. Че прожектор? Да. С этим, с аккумулятором в подмышку несет. Так что как-то так. Храбрость, да, храбрость. Я тоже восхищаюсь, да. Не знаю, пойду больше встретится ли никогда. ему потенциально враждебное животное или что-то еще. По мере развития видео автор делает несколько комментариев и наблюдений за окружающей средой. И на протяжении всего видео кажется, что в лесу никого больше нет. Однако, Фонарь купил, телефон не купил. примерно на 13-й минуте появляется крайне тревожный звук, который направляет видео в довольно мрачное русло. Блин, нам сейчас на ютубе в страшилку играть. Тут прекратите, пожалуйста. Oh, hi. В лесу. I see you. Я, говорит, вижу тебя. Он, знаешь, что отвечает? О, привет! Я пердоля. Ты нормальный, нет, человек? Ну, ты нормальный. Что, сумасшедший? О, боже. What? Фонарь включи, тебя, придурок! Oh, boy. Oh. Да, и он дальше идет. О, боже. Ой, как страшно. О, маньяк меня догоняет. Ты представляешь просто, если вот так вот в лесу я услышал вот такой вот крик рядом с собой. I see you. Твою! Давай, Сережа! По бурелому. Просто пошел. Okay. Ладно, говорит, это было creepy. жутко. I need to get out of here. Вдали, вероятно, на расстоянии пары метров от него раздался крик «Я вижу тебя». Возможно, этот тревожный звук был издан койотом или лисой, но так как он звучал очень похоже на «Я вижу тебя», это мог быть и другой турист, который пытался напугать мужчину. Так как ютубер разговаривал и создавал шум почти все время, он мог случайно привлечь внимание. Я, кстати, вот таким вот идиотам рекомендую, знаете, что в лесу? Короче, новый флешмоб сделать, чтобы, ну, немножко почистить наш генофонд от кончелык таких. Короче, ищите место, где эти заимки лесника, поняли? И попытайтесь напугать охотника. Короче, да, вот таким вот, такой темой. Попытайтесь, если увидели охотника на дереве, попытайтесь к нему подкрасться и напугать. Это же просто потрясающе. Просто потрясающе. Да. Это лучшая идея, которая только может быть. Я прям всем настоятельно рекомендую, да. Не вздумайте это делать. Это для них, говорю, не для вас. Кого-то другого, кто решил разыграть его просто ради забавы. Все равно трудно представить, почему кто-то еще бродит по такой же уединенной части леса, что и автор. Самое тревожное то, что человек или животное, или что бы это ни было, издавшее звук, закричало сразу после того, как парень выключил свой фонарь. Почти как будто ждало этого, чтобы... Как вы считаете? Никогда не задавал такой вопрос, по-моему, но его задам, и он вас поставит сейчас в тупик. Но договоримся, что я его задаю, а ты в комментариях вот напишешь ответ. Вот скажи мне, вот что тебя больше напугало бы? Ну, только честно. Вот ночью лес в одного. Или какая-нибудь заброшка, знаешь, типа вот больниц, всяких лагерей, вот по которым вот я ходил, где сквозные вот эти темные коридоры. Вот что для тебя страшнее? Очень интересно будет почитать. Очень спорно, я бы вот так сказал. Для меня лес, я сразу говорю. Выкрикнуть что-то пугающее.
К счастью, мужчина смог благополучно вернуться к своему лагерю и продолжает загружать видео о своих походах на свежем воздухе и по сей день, без подобных происшествий. Лес это просто... это... Grizzly Gas – это канал на YouTube, посвященный кемпингу, который состоит из десятков видео, в которых загрузчик Газ отправляется в походы и кемпинг по Великобритании со своим французским бульдогом по имени Фэнди. Во многих своих видео он направляется в кемпинг в довольно экстремальных условиях и часто показывает кадры неожиданных встреч с крупными животными в лесу. Жестко. В апреле 2023 года Газ загрузил видео о кемпинге, которое он устроил где-то в лесу в Великобритании. Первая часть похода прошла в основном по плану, с кадрами, показывающими, как Газ устанавливает свою палатку и рубит дрова для костра, пока его собака Прикольно, Фэнди выживалово составляет реальное, ему компанию. прикольное. Солнце Контент. начинает садиться. Эта следующая часть не была показана в кадре, но когда Газ начал готовить стейк на костре, к его лагерю подошел случайный человек в джинсах и пальто и попросил пива и еды. Right, we've got steaks on go now. Bit of ribeye. Pot boiling for some mash. And I've got a visitor. Подошел случайный человек в лесу и попросил пива и еды. Creeped up behind me asking me if I had a light in my pants. This is Martin anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak, so... Just some random crate wandering about. You went round here in a poncho a couple of months ago, were you? Don't think I was. I could have been. Хотя само по себе столкновение с мужчиной было довольно спокойным, все равно было довольно жутко находиться в лесу в глуши и внезапно столкнуться с незнакомцем, который просит что-то. Если прислушаться к тому, что он говорит, некоторые его предложения немного не связаны, и он кажется немного невменяемым, почти как будто он не в себе. Что-то джинсы, пальто, да. Позже в видео Что-то какой-то мутноватый чувачок, нет? Прям конкретно мутноватый. Газ объясняет, что Мартин был бездомным, и когда они ужинали, рассказал Газу историю о том, как он разрушил свою жизнь наркотиками и как оказался в тот день один в лесу. Ужасно, но Газ также упомянул, что когда они ужинали, он повернулся на несколько секунд, чтобы нарубить дров для костра, и когда он повернулся обратно, Мартин покинул лагерь без предупреждения, даже не поблагодарив Газа за еду. После этого странного происшествия автор видео решил покинуть лагерь и отправиться домой, опасаясь, что мужчина может рассказать своим друзьям о встрече с кем-то, кто кемпингует в лесу с дорогим съемочным оборудованием и предположительно ограбить очень его опасно. или сделать что-то еще хуже. Чтобы узнать, вернется ли Мартин ночью с недобрыми намерениями, Газ оставил на дереве в лагере камеру для записи происходящего. Судя по его поведению, трудно понять намерения Мартина и узнать, был ли он просто запутан, запуган и под воздействием чем-то, или у него были более зловещие планы на этот вечер. В любом случае, вероятно, хорошо, что странный Газ момент. покинул лагерь и не вернулся туда на следующее Чувак утро. вообще Особенно максимально потому, странный. что когда он вернулся, камеры, которую он оставил, уже не было. Love Sundays – это канал о кемпинге. Короче, тот чувак, он 100% вернулся и просто подлутал камеру. Сказал спасибо. То есть он его как бы накормил, напоил и еще и камеру забрал. На ютубе, который ведет парень по имени Шон. Он выкладывает довольно крутые видео с его одиночными поездками по всей Великобритании. Это крутая В феврале тема. 2024 года он загрузил видео, где он оставил свой фургон на обочине дороги рядом с лесом и отправился исследовать местность, перепрыгнув через забор в лес. После этого Шон возвращается к своему фургону, чтобы приготовить ужин, после чего снова отправляется на вечернюю прогулку по лесу. По возвращению к фургону он ложится спать около 21:00, но в 3 часа ночи начинает происходить несколько беспокойных событий. Все будет хорошо, увидимся утром, спокойной ночи. Приехала машина. Ходят вокруг фургона. Как только Шон отодвинул занавес, люди, которые ходили вокруг фургона, сели обратно в свою машину. Когда он высунул голову в окно, чтобы понять, что происходит, машина уехала, оставив... Это
это нормально вообще, нет? Ну, серьезно, вот это вот вообще нормально шляпа вот эта? Высунул голову в окно. А если там не все уехали? А если кто-то остался и ждал, когда он откроет этот фургон? Его на всю ночь в одиночестве. Шон понял, что посетители сделали с его фургоном только на следующее утро. Что, они колеса порезали? Well, I think we should at least go outside and see how miserable the weather is. My door's stuck. Что, не могли сделать, что-нибудь подложить? А зачем? What the actual... Я даже ума не приложу, что. See that? А смысл? So here's... Это были просто люди, которые хотели пошутить? It's obviously just people wanting to talk about and just be funny, I guess, but how dangerous is that? Locking someone in their van? Let me check the back door. Well, there's nothing on this one because they wouldn't be able to tie it. Что-то я вообще не пойму мувов этих. There's no way they could have done that door anyway. Почему бы кому-то хотелось запереть незнакомца в его фургоне, остается загадкой. Единственное разумное объяснение, которое приходит мне в голову, это то, что, возможно, они пытались украсть дизельное топливо из фургона и закрепили кстати, да. зип-тайсами дверь, чтобы человек внутри не мог выйти и помешать им. С другой стороны, они же видели другую жители, дверь. которые не хотели, чтобы кто-то останавливал свой кемпинг-фургон в этом районе. Но мы, вероятно, никогда не узнаем точного ответа. К счастью, после того, как он отрезал зип-тайсы, он вернулся домой без повреждения и продолжил загружать видео Be careful. о своих кемпинговых приключениях в Великобритании. Очень Сэм. тоже крутой контент, вот такой вот, где путешествуешь, просто в своем типа доме на колесах. Просто потрясающе. Может быть, когда-нибудь до него дорасту. Это просто вау. Просто едешь куда хочешь, снимаешь где хочешь, делаешь что хочешь. Но крайне опасный на самом деле контент, такой себе. Это ютубер с Кливленда, Огайо, который с 2016 года загружает видео своих скрытых кемпинговых поездок на свой канал Как так «Северный понять? ветер». Скрытых? Для тех, кто не в курсе, скрытый кемпинг означает припаркованные фургоны практически где угодно без оплаты за парковку. Люди делают это от жилых районов до самой глуши. В январе 2024 года Сэм загрузил видео своего скрытого кемпинга. Я просто правила не знаю, а в чем... Подождите. У них, может быть, есть какие-то места, где типа оставляют тачки за платно. Это я понял, у нас то же самое есть. Но у нас, по идее, вдоль дорог просто каждые там сколько-то километров есть зоны, где можно остановиться, поспать, заправки. Я, к сожалению, вот не знаю, может быть, кто живет, ребят, в тех краях. Напишите, пожалуйста, в комментах, о чем говорится. Я просто, ну, реально не понимаю, о чем речь. Скрытый кемпинг. Ну, правда, я не могу вкурить. Оставив свой кемпер в местном собачьем парке на несколько сот метров оттуда. На пути в лес он обнаружил... Короче, грубо говоря, он оставляет тачку там, чтобы не... в тех местах, чтобы не платить. И просто идет и занимается своими делами, вот так скажем. разорванный на куски палаточный шатер, что, честно говоря, было немного жутко, но он все равно продолжил движение. После установки палатки в лесу он начал готовить ужин на кемпинговой плите. По мере захода солнца он увидел пару людей, проходящих мимо лагерного места, и в этот момент упомянул, что чувствует неприятные вибрации и возможную угрозу от них. Большинство опытных кемперов, вероятно, скажут вам, что если ваше чутье подсказывает, что что-то не так, лучше завершить день и уйти. Но Сэм решил остаться на ночь и продолжал съемку. Как только он устроился в палатке... Вот это крайне опасно. Это просто, вот это просто забейте. Если бы он был без света, и люди бы его изначально не видели, как бы, ну ладно, да, там остался и остался. Засел там в палатке, ее ночью и хрен увидишь там где-то, если она далеко от дороги стоит. Или там в удаленности, да, в какой-то, никто туда толком и не пойдет, не полезет. А вот так... И чтобы поспать, началось что-то очень жуткое.
По мере того, как секунды проходят, шаги снаружи, кажется, становятся Зачем он все это громче и громче. В какой-то момент Сэм кричит тем, кто находится там снаружи, но сначала он не получает ответа. Только после того, как он кричит уже примерно в 5-й раз, страх каждого кемпера начинает становиться реальностью для Сэма. Hello? Hello? Alright, I don't like this. Hello? Hello? Прямо инстинкт самосохранения. Он что, вообще, что ли, не работает? Они трогают мою палатку. You're touching my tent. Stop. Hello? Hello? Сейчас тебе дадут hello. Alright, I'm getting out of here. Hello? Hello? I don't know what this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? With me. With me here. Holy crap, get away, what do you want? Он же понимает то, что как бы он сделал то, чего вообще категорически нельзя было сделать. Он просто взял и... Я вообще, у меня даже слов нет. Hello, I can't see you. Hello. Alright, I'm getting out of here. We're getting out of here. Один из моментов, на который многие люди в комментариях под видео Сэма указывают, заключается в том, что если вас преследуют или атакуют незнакомцы в середине леса, то, вероятно, не стоит проявлять слабость, говоря такие вещи, как Логично. «Я не вижу вас, меня пугает и мне это не нравится». После этого нападающий, по-видимому, покидает место лагеря. Однако, как только он выходит из палатки, Сэм видит их стоящими в лесу, странно глядящими на него всего в нескольких метрах от него. Надо было сказать, что... Эх, пацаны, только-только освободился. Опять назад ехать. Дай-ка мне сюда мой ножик, Сережа. Никого нет. Ни палатки, никого. They collapsed my tent on me. I don't know which way they went. Сбили палаточный шатер. I think they went this way. I see you. Get away! Странные All right, ребята. I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on and we're getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! После столь тревожной встречи он, очевидно, решает завершить ночь и вернуться к своему фургону в парке. Но для Сэма все только продолжает ухудшаться. All right, they're moving again. I don't know. I'm getting out of here. We're going. I'll come back for this some other time. All right, let's get out of here. I'm leaving. Don't follow me. I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. I smell your cigarette. I can hear you. I hear you. Че с фонарем? Где Пока фонарь? он возвращается к парку, он оглядывается на лагерь и видит, как нападающие крадут его вещи. Но он решает оставить свои вещи, испуганный за свою жизнь. Бежа, он оборачивается и видит, как его преследуют нападающие. Back to the main trail. I don't know where they are. I think it's all foggy up here. I got water in my headlamp. I don't know where to go. I don't see or hear anybody. I hear them coming. Can't see the shadow. Here's a path. Okay, get me there. I'm recording all of this. I'm calling up police. All right, I'm back on the path. Back on the path. Okay. Okay. Get away from me! Добравшись до своего фургона в целостности и сохранности, он поехал домой и рассказал зрителям все, что с ним произошло. Как можно представить, многие в комментариях обвинили автора видео
Я даже не знаю, что сказать, я в шоке просто. Это столько он сделал глупостей, столько... Я не знаю, но это просто, это было крайне опасно. Если это не постанова, то это ультра опасно. Видео в постановке, утверждая, что никто в здравом уме не продолжит снимать, бегая по лесу в темноте. Не-не-не, не соглашусь. Продолжит. В состоянии шока, стресса человек вообще неизвестно, что будет делать. Его реакция кажется мне довольно подлинной. Разные люди по-разному реагируют на стрессовые ситуации. Что касается того, как эти два парня, которые преследовали и нападали на него, и что они хотели, это на самом деле загадка. Что хотели, Возможно, залутать то, его, что что они хотели. бы сделали Сэму, было какой-то шуткой. Это довольно изуверская шутка сделать такое с кем-то. Но так как автор подтвердил, что грабеж лагеря не был их основной целью, мы не можем точно знать, что было бы с ним, если бы он не убежал от лагеря, но в любом случае, наверное, хорошо, что он это сделал. 100% хорошо, что он это сделал. Лайк, конечно же, за видео зомби Чезу. Очень необычно, очень непонятно. Вот этот последний ролик, что-то я прям... Как-то это, короче, очень странно. Одно дело там стяжкой двери стянуть, а другое дело вот такие вещи чудить. Так, ребят, сорямба, пока смотрим вот в таком окошечке, да, чуть-чуть тут с полями. Но YouTube пока тупит, так что как-то так. Не оставайтесь в лесу одни, не повторяйте такие ошибки. Пишите комментарии, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем ролике.